Здравствуйте, друзья! Сейчас я объясню, когда сажать баклажаны на рассаду именно вам. Я покажу вам таблицу, благодаря которой вы можете узнать это самостоятельно. Итак, вы хотите посадить баклажаны. Когда? В чем? Каким образом? Как только вы задаете себе эти вопросы, то в голове начинает все путаться. Сорта, семена, открытые грунты теплицы, способы посева, горшочки, рассадные ящики, подсветка, пикировка и много-много других терминов, которые никак не желают подсказать вам дату посева баклажан на рассаду. А ведь узнать день, когда сеять баклажаны на рассаду, очень легко. Необходимо всего лишь выяснить, сколько времени проходит с момента посева именно ваших семян до высадки рассады на постоянное место, то есть на огород или в теплицу. А чтобы вам все-таки было легко определить день посева, я систематизировал свои знания и предлагаю вам таблицу с 3 основными способами посева. Благодаря этой таблице вы можете выбрать удобный для вас способ посева баклажан на рассаду и легко определить день посева. Итак, первый способ. Посев в отдельные горшочки. Их диаметр 8-10 см, объем 0,5-0,8 литра. Срок выращивания от 55 до 90 дней. Смотрите пакетик с семенами, это зависит от сорта. При этом способе посева пикировка не требуется. Из этих горшочков мы высаживаем рассаду прямо в грунт, на огород или теплицу. Высаживаем на огород, то есть в открытый грунт, когда минует угроза заморозков, а в теплицу, то есть в закрытый грунт, когда температура почвы на глубине 10 см будет не ниже 18 градусов. Как показывает практика, высаживать рассаду в теплицу из поликарбоната баклажаны, томаты и перцы в условиях средней полосы России начинают на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт, то есть на огород. Из минусов этого способа можно отметить необходимость иметь достаточно места для размещения горшочков с рассадой. Этот способ хорош, если вы планируете небольшое количество рассады. Зато при этом способе мы начинаем получать урожай очень рано. В открытый грунт высаживаем рассаду уже с бутонами, что позволяет получить самый ранний урожай. В конце этого видео я на примере семян баклажана сорта «Алмаз» покажу, как узнать дату посева, если использовать этот способ. Переходим ко второму способу. Это способ посева с последующей пикировкой рассады. Срок выращивания до первых 2 настоящих несемидольных листочков. Пикируем рассаду в отдельные горшочки диаметром 8-10 см. Общий срок выращивания от посева в ящике от 55 до 90 дней. Смотрите пакетик с семенами, это зависит от сорта. Если лето в вашем регионе не очень короткое, то можно сажать по 2 растения в один горшочек. Подбирайте 2 одинаковых по росту растения, иначе один будет угнетать другого. Вообще, пикировка баклажан ничем не отличается от пикировки перца. В маленьком возрасте баклажаны переносят пикировку нормально, а вот уже большая рассада после пикировки болеет. Если рассада вытянулась, то при пикировке ее можно заглубить до семидольных листочков. В этих горшочках баклажаны находятся до самой высадки в грунт на постоянное место. Достоинство этого способа посева в том, что рассада не занимает много места на начальном этапе. Как и первый способ выращивания, этот способ закрытой корневой системой позволяет получить ранний урожай, так как на постоянное место высаживается хорошо развитое растение с хорошо развитой корневой системой и с комом земли. Из недостатков этих способов можно отметить более длительное время выращивания рассады до высадки на постоянное место по сравнению с третьим способом. Теперь третий и последний способ. При этом способе посева посев семян производим также в рассадные ящики. При этом способе пикировка не делается, и рассада будет находиться в рассадочном ящике все время до высадки в грунт. Средний срок выращивания рассады этим способом от посева до высадки приблизительно 50 дней. Более длительное время рассада в рассадочных ящиках находиться не может, так как взрослой рассаде уже недостает питания, света, почвы, в общем, ей тесно. Из рассадочных ящиков производим высадку сразу на огород или теплицу.
Преимущество этого способа посева в том, что посев можно производить значительно позже предыдущих способов посева. Но мы получаем урожай поздно, и после высадки растения часто болеют и не все приживаются. Рассада при выращивании этим способом не может достаточно окрепнуть, чтобы безболезненно пережить сложный для нее этап пересадки на постоянное место. Хочу напомнить, что молодую рассаду баклажанов, если сеете ее в январе, феврале и марте, утром и вечером необходимо досвечивать. Световой день должен быть равен примерно 14 часам. Если вы имеете отапливаемую теплицу, то можете выращивать баклажаны хоть круглый год. В отапливаемых теплицах семена можно высевать даже сразу в грунт. Помните, что баклажаны даже более требовательны к объему горшка и питанию, чем перцы. Они очень прожорливые. Что касается меня, то если имеется достаточно места для рассады, то я всегда предпочитаю посев семян сразу в горшочке. Это я и буду делать в следующем видео. Не пропустите. Теперь давайте воспользуемся таблицей. Предположим, у меня нет теплицы, и я хочу посадить баклажан самого надежного сорта «Алмаз». Например, я выбираю первый способ посева семян. Заморозки в моем регионе заканчиваются 1 июня. Я знаю, что возраст рассады этого сорта на момент посадки в грунт должен составлять от 60 до 70 дней. Обычно это указано на пакетике с семенами. Если на пакетике с вашими семенами такая информация не указана, вот как здесь, то напишите в комментариях под видео название вашего сорта. Я или подписчики канала вам поможем и обязательно ответим вам на этот вопрос. Итак, отсчитываем назад 60-70 дней от 1 июня и получаем временной интервал с 23 марта по 2 апреля. В это время должны появиться всходы баклажана этого сорта. Но надо отнять еще 5-10 дней на проращивание и прорастание семян. В итоге получаем наиболее благоприятную дату посева баклажана сорта «Алмаз» в моем регионе и при выбранном мною способе посева. Это дни с 13 по 18 марта. А прямо сейчас напишите под этим видео, каким способом посева пользуетесь вы. Пока, друзья, спасибо за просмотр.